Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз, что скоро, возможно и неожиданно, случится или произойдет в ближайшее время в вашей жизни. В ближайшие дни, буквально до 31 декабря, давайте с вами рассмотрим вот такую дистанцию. И карты старинного цыганского пасьянса. Я знаю, что среди вас именно есть любители, которые смотрят пасьянс наглядно тогда, и мы с вами узнаем события ближайших дней. Вот давайте так, далеко не будем забегать, а посмотрим, что же нам расскажут карты. С чем будут связаны эти события, что там действительно скоро произойдет. Потом дополним, у нас колода сегодня Таро, которую создала Колит Барон Рид. Психолог, таролог с большим стажем. И карты подает с позиции позитивной психологии. Вот давайте будем добрее, милосерднее к собственной душе, к самим себе. Но в начале карты пасьянса. Смотрю я, смотрите и вы. И, конечно, будем реалистами, всегда об этом говорю. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время. Итак, что же нам тут расскажут карты для вас, мои дорогие овны, в ближайшие дни? Что тут случится, произойдет? Ну, что тут случится, произойдет? Дела домашние, соответственно, да? И это вот значение, как костер или семейный очаг. Это буквально могут быть и дела дома, у кого-то связанные, может быть, и с недвижимостью. Но это еще и, конечно, наши домочадцы. То есть и стены, и те, кто внутри. И у каждого тут, понятно, что-то будет свое. Но вообще очень доброе значение. Ладно, идем дальше. А я вас хочу пригласить на свой сайт. У меня есть статья последняя «Кармический декабрь». Это не просто очередная статья. Там я попыталась совместить. Это именно как кармические уроки, с которыми мы входим в 2026 год. Ну вот перейдите, прочитайте, сверьте свои планы с расписанием звезд. А я бы даже сказала, там у меня конкретно по датам есть еще коридор возможностей на 2026 год. И вот пока я с вами говорю, смотрю, что у нас совпадает, что-то я не вижу совпадений. Вы знаете, спокойное течение жизни, когда ну вот не выпадают сразу, да, они соединяются воедино значение. Все идет своим чередом. Ну вот, наверное, самое главное, первое значение – семейный очаг, дела домашние, может быть, у кого-то время отдохнуть. Вы люди сильные, но и сильные люди нуждаются в отдыхе. Подумать о самом себе. Но вот смотрите, какое-то неожиданное известие, оно таки может быть, колокол. Это то, чего мы, ну, где-то не ожидали, точно неожиданное. И тут еще и молния, мои дорогие. Ну, давайте продолжим, чтобы узнать, а с чем это связано, может быть, нам тут расскажут. Ну, вот интересный у нас получается триплет. Интересный и неожиданный. Вот смотрите, череп, да, это внутреннее переживание, это не есть какая-то конкретика. Стало быть, это может быть просто известие, вот действительно неожиданное. Кстати, это может быть связано даже с тем, что мы слышим, ну, может быть, в средствах массовой информации или, ну, какая-то сама по себе новость. Ладно, давайте будем прояснять. И вот смотрите, вы тут можете переживать, устраивать себе какую-то аналитику внутреннюю, или устраивать себе глубокую философию на мелком месте. А вот смотрите, а тем не менее это победа. Недаром говорят, что жизнь на 10% состоит из обстоятельств, а на остальные 90%, как мы это воспринимаем. Вот тут восприятие, как будто что-то, может быть, ни в какие ворота не лезет. Вот я иногда говорю, правда? И у нас с вами время сейчас такое непростое. Нам выпало с вами в эпоху перемен счастье жить. Но то, что не входит в рамки нашего понимания, тем не менее, вот наша душа, она мудрая. И если мы учимся слушать свою интуицию, у нас вот этого разброда какого-то внутреннего в нашей душе становится меньше, потому что здесь именно, знаете, как подсознание дает правильные подсказки. Тут вот даже то, что мы можем слышать, и нас обескураживает. Кажется, ну елки-палки, как такое может быть? А тем не менее это ведет к победе.
Может быть, это у кого-то из вас касается решения конкретных вопросов. Вот, кстати, которые могут быть связаны с подписанием документов, потому что книга — это здесь официальные учреждения, официальные лица, ну, какие-то контактные, может быть, лица, да, тут не про любовь будем говорить. У кого-то учеба, согласование. Ну, здесь вот и рамки какие-то могут сдвигаться, я такое допускаю, но тут ведь, знаете, может быть какое-то внешнее событие, которое как раз перед вами, вот эту вам как возможность приносит и получить победу, и может быть что-то важное, как бумагу подписать. И я этого не исключаю. То есть мы можем тут думать все, что угодно. А по факту это немножко фактических, да, вот свершениях, делах это выглядит иначе. Тут то, что мы воспринимаем, нам кажется, это со знаком минус, но может быть у нас несколько пространства как переформатируют на новый лад. А посмотрите, тем не менее, любовь. Смотрите, роза, да, выпала. Так, давайте посмотрю еще более внимательно. Потому что в нашем пасьянсе мы можем соединять карты, значения, которые находятся в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. И вот я смотрю, что же тут у вас еще мы можем соединить. У нас такое время, что не происходит все случайно. Все для чего-то было нужно. Может быть, и предыдущие какие-то события, они уже, ну вот, формировали какую-то обстановку или формировали как направление, да, может быть, и ваше. Вы где-то сомневаться могли. Вот, кстати, доверяйте вашей интуиции, мои дорогие овны, потому что это ваша как задача, может быть, даже где-то кармический урок. Но вот правда, прочитайте. Я уже, понятно, детали не помню, я не останавливаюсь. Иначе наше видео будет бесконечным. Но на моем сайте прочитайте мои статьи, и я так думаю, что у каждого ведь что-то свое. Вот вы можете переложить на то, что нам как бы от звезд именно планетарно, там не про карты идут рекомендации. И я думаю, подсказок будет больше. Но правда, я вот ничего не нашла. Но вот дела домашние, может быть, это кто-то из вас тут услышит новость, собирается переезжать, или у кого-то тут возможность работы на дому. Тут настолько может быть все по-разному, у кого-то именно через согласование. Ну вот однозначно какая-то победа, вроде как официальная победа, какие-то добрые знамения, и я тут вижу. Но для вас это может быть несколько неожиданно. Давайте перейдем к колоде Таро. И как мы заявили, что скоро или неожиданно произойдет или случится, ну, до 31 декабря. Ну вот у вас-то как раз и очень хочется узнать, так что ж там скоро? Вот давайте вот эти вопросы. Так что же там скоро? Деньги. Деньги, баланс. Конечно, дипломатия. По шестерке земли, особенно в этой колоде, это вот как волшебный олень. Конечно, есть ведь шестерка земли, это карта финансового успеха. И в целом, когда нам словно боги, высшие силы помогают, ресурсное время. Но многое зависит от того, как вы с кем-то договоритесь, провзаимодействуете. И, кстати, мои дорогие, эта карта, когда нам-то вот как будто силы помогают, а от нас требуется что-то аккумулировать, буквально, может быть, и финансы. Потому как всегда карта говорит о вашей ресурсности, но ее нужно как-то очень правильно распределить. Может быть, и не потратить лишний раз, да, вот именно деньги. Потому как, помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего, пусть не в этой колоде, но тем не менее. Это значение присутствует в других колодах, соответственно, этой карте, как бы этому знаку. Поэтому для вас что скоро? Тут как что-то доброе, может быть, хорошее. Конечно, у нас до конца декабря, будем говорить, время подарков, да, может быть, какие-то бонусы. У кого-то бонус может быть скоро, и кто знает, может быть, и неожиданно. Но тут вас явно какой-то материальный компонент, мои дорогие овны, порадует. Давайте еще одну карту. Так что же там скоро? По семерке воды, вот посмотрите, много желаний. Как будто нужно определиться. Вот правда, все то, что я сказала, мы тут можем думать многое, а тем не менее, как будто девушка наша прекрасная такая сидит, да,
И это хочется попробовать, и это, что тут выбрать, непонятно. Может быть, и идут какие-то возможности, но вместе с тем еще пока, ну, понимаете, есть заминка с одной стороны, есть какая-то и путаница, или есть, знаете, как много желаний. Но понятно, что вот прямо все и сразу мы осуществить не можем, и, может быть, вам придется делать такой своеобразный выбор. Самое главное, идет прокрастинация, то есть имеется в виду, когда вот все интересно, да, и не знаю, к чему приступить. Поэтому у вас какие-то возможности. Вообще это карта радости, хороших эмоций, что-то, знаете, как внутренняя наполненность. Поэтому точно радость у вас будет. Так что же там еще скоро? А ведь у вас, правда, какие-то добрые события в вашем доме. Может быть, в вашей семье, в вашей личной жизни. Или с кем-то из важных персон, людей, которые, может быть, вхожи в ваш дом или просто в вашей жизни присутствует. Четверка жезлов, да, это как 4 столпа. Это я еще называю праздник после победы, мои дорогие. Поэтому тут действительно, посмотрите, волшебные карты. Я так думаю, что воодушевление вот это по семерке воды вот в этой колоде, именно потому что и есть победа, 6 это всегда победа, и есть праздник после победы. Вот это то, что скоро. Ну, может быть, и есть какие-то неожиданные новости. Или даже события вокруг вас, да? Вас они могут удивлять, кстати. Но вот давайте спросим, а что же неожиданно? А вы знаете, неожиданно как будто нам говорят, не бойся. Вот в этой колоде это именно не бойся. Потому что вот как девушка, смотрите, да, крылья есть. Она сама как ангел. Вот у вас сейчас какой-то момент, может быть, перехода вам, может быть, прежде, знаете, или пространство, Вселенная учит вас доверять самим себе. И мы словно вот на вершине скалы, да? Это не есть что-то материальное, это из разряда ценностей. Конечно, по этой карте иногда у нас проходит то, что мы, знаете, себе, ну, где-то создали, да, какой-то определенный алгоритм в нашем сознании именно, да, и вот нам это сознание рисует какие-то ненужные, мои дорогие, переживания, вот как вот с этим значением череп. Это не есть, как я уже говорила, что-то реальное. Но, знаете, предосторожность, конечно, не помешает, но нам как будто нужно переоценку обстоятельств сделать. Вот у вас, скорее всего, неожиданно вам придется словно себя, ну, так настроить, как на новый лад. Или словно организовать свою жизнь. Может быть, это где-то пока в вашем сознании, ментальности. Как это мне себя именно переориентировать на что-то другое. Или с учетом каких-то, может быть, новостей, которых вы получите. И нам говорят в этой колоде карт, нужно осмотреться. Вот что неожиданно. Вот какое-то, видимо, это известие или известия вас заставляют именно осмотреться. И это не... Вы люди смелые и сильные. Это не о том страхе, который как панический ужас. Нет. Но тут это все-таки требует вашей осторожности. А вверху у нас, кстати, шестерка земли. И, может быть, эта карта подсказывает, будь осторожен с финансами. Королева воды, вообще приятные эмоции. Какая-то радость, вдохновение, мои дорогие, и интуиция. Дела домашние, дела семейные, личная жизнь. У кого-то это может быть как новый человек, который недавно буквально вошел в вашу жизнь, а вам страшно. Вот почему нет? Вот этот ведь тоже страх. Если вы долгое время, кто-то из вас в сольном варианте были, решиться на продолжение какого-то союза, Овен, он всегда немножко сам по себе. Ну, и в этом, как ни странно, да, некоторые из нас, наоборот, так легко на контакты выходят. Вы-то, в общем-то, для вас это тоже не проблема. Но в этом все равно вы остаетесь именно той кошкой, которая гуляет сама по себе. И иногда даже какие-то узы вы как кандалы можете воспринимать. Вот здесь у кого чего касается, у кого-то и личной жизни. Что-то тут нужно обдумать, осмотреться. И это неожиданно. Как перед фактом вас, действительно, вам нужно что-то переосмыслить сама по себе. Карта Верховная Жрица, карта интуиции, умение видеть на
несколько периодов вперед. Учимся доверять себе. И, кстати, мы не выносим вердикты. Вот тут неожиданно вы, кстати, можете даже в этот период до 31 декабря, знаете, какая метаморфоза? Вы что-то могли предполагать. Или ваша интуиция вам точно что-то подсказывала. А вы от себя отгоняли эти мысли. Говорили, да не, мне это показалось. Это что-то вот не то. Так вот, вас высшие силы учат доверять самим себе, интуиции. Мы уже так немножко не рассматриваем королеву воды непосредственно как персональную карту. Это то, что на уровне интуиции находится в вас. И вот теперь вы понимаете, что получаете, может быть, какие-то известия, и вас пространство таким образом учит себе доверять. Вот самодоверие для вас основной ключ. Но мы пока по этой карте никому ничего не говорим, не заявляем, не выносим вот этих самых вердиктов, однозначно не говорим «да» или, допустим, «нет». Здесь вот что неожиданно, тайна какая-то, мои дорогие, может открыться, безусловно. Пусть оно не все объяснимо, но с позиции именно логики, здравого смысла, но это довершается вашей интуицией или подсказками вашей души мудрой. И здесь вот эти ощущения, которые где-то, может быть, они не укладываются в какую-то строгую концепцию, да, или в какой-то, ну, как словесные рамки, или фразу речи. Но вот то, что мы чувствуем, это для вас будет основной какой-то, как лейтмотив, может быть, заходом на 2026 год. И до 31 декабря, вот как я говорила, да, кармический декабрь, вот где-то у вас что-то подобное, как внутренняя какая-то реорганизация. Может быть, побудительный мотив или какой-то триггер. Это то, что вы слышите, я это допускаю. Но, наверное, такая мысль никогда как прежде, или вы можете чувствовать, что необходимо мне сейчас себя именно как будто перестроить на новый лад. Ладно, а к чему это все идет? Как ни странно, много философских карт. Вот, по сути дела, это все, вот этот ряд неожиданный, это действительно может быть то, что мы слышим, или то, что мы видим. Но даже если это в нашей душе происходит какая-то метаморфоза, нам нужно от чего-то и не отказаться, а позволить дать подсказки собственной душе. Так к чему это все идет? Хотя в материальном мире, в материальной жизни, здесь и финансовый успех, и праздник после победы. Вам нужно решиться, паш огня. Это всегда, как знаете, новый какой-то стимул, новый проект или как новый жизненный этап. Пажи – это вестники. Тут, знаете как, вы можете сами найти или узнать, кстати, тайну. По какой-то причине вы могли долгое время, знаете, расстраиваться. Пятерка воды в этой колоде карт – это, знаете, нам приглашение выплакать горе, правда? Вот как бы позволить себе какие-то эмоции. Может быть, вы, повторяюсь в очередной раз, вы люди сильные. Вот у вас именно вот ваша сила, она как будто трансформируется. Трансформируется в самодоверие, мои дорогие. И, видимо, для вас это, хоть это слова, но поверьте, для кого-то из вас это будет очень важно. Почему? В 2026 году у нас будет очень много тех событий, которые, ну, действительно, ни в какие ворота не лезут. Нас многое будет удивлять. Мы словно будем находиться между двух зазеркалей. Это вот словно какая-то игра в имитацию, мои дорогие. И поэтому без интуиции никак не обойдешься. И по этой карте выплакать горе, вот буквально так прописала Колет Барон Рид, то есть позволить эмоциям нахлынуть, и, видимо, как волна морская. Если они нахлынули, то они точно так же и уйдет. Вот какая-то пена, то, что не нужно, оно уйдет вместе с этой волной. И я по пятерке воды или кубка всегда добавляю еще слова. Мне очень нравится, как сказала Колет Барон Рид. На мой взгляд, это очень применимо к этой карте. Над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. И здесь уже у вас, посмотрите, первая карта. Перезагрузка какая-то. К чему это все идет? Вот именно внутреннее какое-то ваше состояние. К чему все идет? 16-й аркан. Правда, вы тут что-то такое можете услышать. И в этой колоде это, знаете, как перемены. Именно перемены. И может быть это как неожиданное известие, то, что я говорила.
Возможно, это и, знаете, как внутренний какой-то момент прозрения, когда мы видим то, что происходит, но с другой позиции. Ведь это карта трансформации. По сути, это все то, что я говорила. И вот, мои дорогие, смотрите, победа есть, даже если мы немножко вернемся к картам пасьянса, да? То есть новости, они как будто сами по себе. Но каким-то образом это воздействие не случайно, потому что вам нужно что-то передумать. И вот вашу реальность, которая сейчас такая уверенная, которая, ну, вы уже как будто сложили, ну, какую-то основу, может быть, базис, фундамент, вам нужно перенести на события будущего. А будущее, понятно, мы еще не видим. Мы, может быть, что-то слышим. Будьте внимательны к информации, потому что именно какая-то новость или кем-то оброненная фраза, она вас нашла не случайно. Вам это нужно соединить с вашими планами. Или каким-то образом происходит вот смена словно парадигмы, так и прописано в этой колоде. Это помимо нашей воли обстоятельства меняются, и нам нужно организовать жизнь по-новому. Но мы по этой карте как будто, знаете, освобождаемся. Все-таки первая карта у нас, вот то, что я сказала, освобождение, может быть, как от боли, от страданий, или вот эта волна морская забирает у вас буквально какие-то очень такие сильные переживания. Может быть, это какие-то сомнения, все то, что где-то, ну, дезорганизует вас, правда? И здесь-то ведь уже на пороге первая карта Паш огня. Это, знаете, уже начало-начал. Это новый жизненный этап. Но, видимо, проходит вот эта трансформация. Может быть, кто-то из вас так, знаете, очень отчетливо ощущает, как смена эпох происходит. Давайте, мне хочется достать карту совет. У вас будущее уже наступило. И не случайно тройку огня называют или тройку жезлов картой будущего, потому что время видеть вещи целостными. Девушка у нас как будто на летающем корабле, и это где-то прообраз ракушки. И вот именно, ну, вот ракушка, она как бы это возможности, символ плодородия, изобилия, где-то процветания. И, кстати, этот символ мы теперь это забыли где-то, а раньше это был символ достаточно мощный. Это хорошие перспективы. Это как и какой-то стимул, и одновременно поиск чего-то нового. Может быть, это теперь и время, когда мы видим или складываем для себя какую-то перспективу. Но это и наблюдение, и терпение, мои дорогие, и есть элемент ожидания. То есть, ну, добрые дела, наверное, наспех не делаются. Ну, наверное, вас пространство, Вселенная, вот если мы все карты проанализируем, и то, что я сказала, да, вот у вас самое время, вот этот базис или то, что вы создали, может быть, то, чего вы достигли, это то время, когда вы должны это перенести в будущее, свои собственные ресурсы. Еще один совет давайте достанем. Семерка земли. Вот тоже нам говорят, добрые дела наспех не делаются, поэтому терпение, без него как будто не обойдешься. Но здесь, знаете, это как твердое намерение процветать. Вот, кстати, король земли. Может быть, это есть человек, вот, кстати, опять же, возвращаясь к первому значению, семейный очаг. Король земли иногда, конечно, я допускаю, что в целом это может быть человек, который рожден под знаком зодиака стихии земли. Тогда он вам может давать какие-то, ну, такие дельные советы. Может быть, у кого-то из вас это буквально супруг или супруга, неважно, что тут король, телец, дева, козерог или имеющий асцендент человек, да, вот. Может быть, это ваш друг или подруга даже. Ну, королева земли тут немножко другая энергетика, потому что король именно нам говорит об консерватизме каком-то, понимаете? Но тут этот консерватизм, он вам помогает, потому что вы как фундамент или базис какой-то денежный, финансовый создаете. Или вот есть, чем вы не можете рисковать. Вот мне так и хочется сказать, понимаете? Это то, от чего вы должны оттолкнуться и реорганизовать, может быть, свою жизнь в каком-то новом ключе. Но есть, наверное, те дела или события, которые должны продолжаться, но не сиюминутным каким-то порывом, а то, что, вот как по карте добрые дела наспех не делаются, вам карты дают совет видеть на более даже далекую перспективу. Вот таким был наш расклад.
Неожиданный, правда, мои дорогие овны. И я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, пишите мне искренние комментарии, душевные. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. И я оставлю ссылки в описании под видео для перехода в телеграм-канал. Я создала его, попыталась соединить контент с 3 моих каналов YouTube и одновременно статьи с моего сайта. Может быть, для кого-то это в одном месте. Это форма. Взаимодействие более удобно, поэтому переходите, подписывайтесь, буду искренне вам рада. А я вас люблю, мои дорогие. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.